Друзья рыбаки, всех приветствую на нашем канале. В этом видео я вместе с вами хочу провести один небольшой эксперимент, и вот в чем суть. Когда в каком-нибудь видео или в рыболовной статье сравнивают флюорокарбон с обычной нейлоновой леской, то, как правило, основным преимуществом флюра считают его невидимость в воде, в отличие от нейлоновой лески. И обусловлено это тем, что коэффициент преломления света флюорокарбона максимально приближен к коэффициенту преломления света воды. И именно это преимущество чаще всего подкупает рыбака перейти на флюр. Но поскольку я не физик, то все вот эти коэффициенты преломления мне вообще ни о чем не говорят. Но у нас с вами есть глаза, есть вода, есть хороший японский флюорокарбон, есть обычная нейлоновая леска и есть камера. Так давайте вместе посмотрим, действительно ли флюр так невидим в воде и как его невидимость отличается от обычной нейлоновой лески. Ну а перед тем, как мы переместим камеру к нашему испытательному стенду, я коротко расскажу, что именно мы будем делать. Вообще все очень просто. Сейчас мы возьмем прозрачную емкость и наполним ее водой. Затем я заранее подготовил вот такую вот штуку. Это обычная деревянная палочка, к которой я привязал обычную нейлоновую леску и флюорокарбон. Я сейчас не буду говорить, где какой материал находится. Уже во время самого эксперимента я дам вам возможность угадать, а потом уже скажу, с какой стороны леска, с какой стороны флюорокарбон. У них абсолютно одинаковый диаметр, это 0,22 мм. Также, чтобы все было по-честному, я снизу добавил огрузку, чтобы оба материала располагались в одинаковом положении. И затем мы вот это все дело опустим в воду. Палочка у нас будет таким упором. Вот. И погрузим в воду два этих материала. И вместе с вами посмотрим, действительно ли флюорокарбон будет менее заметен, чем обычная нейлоновая леска. Итак, друзья, емкость наполнена водой, камера установлена, и сейчас можем приступать к нашему опыту. Сейчас в эту воду я одновременно опущу флюорокарбон и нейлоновую леску, ну и посмотрим, насколько же они невидимы в воде. И, кстати, забыл еще сказать, интерес этого эксперимента еще в том, что здесь будет участвовать самая дешманская леска и хороший японский флюр от Sunline. Я специально флюр взял подороже, чтобы вы не говорили, что вот у тебя какой-то галимый дешманский флюр, и поэтому он как-то не так работает, как-то не так себя, возможно, ведет. Поэтому я сейчас опускаю это все в воду, ну и посмотрим. Вы, кстати, можете сейчас поставить видео на паузу и вначале попробовать самостоятельно угадать, с какой стороны леска, с какой стороны флюорокарбон. И свое предположение можете написать в комментарии. Ну, на самом деле, нейлоновая леска находится слева, флюорокарбон находится справа. Ну и давайте посмотрим, что здесь у нас видно. Я сейчас смотрю на маленький экранчик камеры и сразу могу сказать, что отчетливо вижу как и леску, так и флюорокарбон. Но вот если прям вот хорошо так присмотреться, как мне кажется, то вроде бы как флюорокарбон видно чуть-чуть менее заметно, чем леску, при том, что диаметры у них одинаковые. Но в любом случае их все равно видно очень отчетливо и особой разницы нету. Так вот, как говорят, что вот флюр это прям самый невидимый материал, вы можете там связать поводок, рыба его никогда не увидит. Но вы сами сейчас видите, что в воде абсолютно видно хорошо и флюр, и леску. То есть делайте выводы сами. Да, я согласен, что флюорокарбон менее подвержен различным механическим повреждениям. Я лично это проверял, поэтому знаю на 100%. Мы ловили на ракушняке и сравнивали, вязали поводки из флюра и вязали поводки на той же точке, вязали поводки из лески. И скажу вам, что флюр от ракушки страдал гораздо меньше, чем обычная нейлоновая
леска. Также я на 100% подтверждаю то, что флюр меньше растягивается, чем леска. Это тоже бывает очень важно, особенно вот у спиннингистов, чтобы поводочный материал сильно не растягивался. Поэтому флюр как бы для этого тоже отлично подходит. Но к вот этой вот невидимости, о которой все говорят, есть очень много вопросов. И как бы, еще раз повторюсь, делайте выводы сами. Я как бы не хочу там сказать, что флюр это плохой материал, но вот эта вот невидимость как бы немножко смущает. Вот такой вот получился у нас небольшой опыт. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Также не забывайте подписываться на наш официальный Instagram. Всем пока, до новых встреч.